Да. Меня зовут Александр Леонидович Бутов. Я сам из Донецка. Бывший шахтер. В 1997 году мне незаконно вставили в левое запястье микрочип. Все мои попытки и обращения в администрацию президента Украины, в СБУ, Генеральную прокуратуру, МВД приводят ни к чему. Меня просто отсылают назад, пускают по так называемому кругу чиновничьему и утверждают, что ничего нет. Хотя у меня есть документы неопровержимо доказывающие, что чип в руке стоит. Однажды даже Донецкий разрезал руку и вынул этот чип. И когда я приехал в областную больницу, чтобы мне зашили руку, мне этот чип ставили обратно и стали меня запугивать. Я в Донецке стал поднимать шум, что людям ставят чипы. Стал ходить по аудиториям университетов, обращаться к людям. После этого меня срочно отправили сюда, в Киев. Здесь в Киеве я то же самое стал обращаться к людям, рассказывать. Меня опять также начинают здесь запугивать. От меня не принимают ни заявлений. Значит, никто не реагирует. Все властные структуры, никто не реагирует. Я выяснил, что это за чип. У меня много друзей. Значит, этот чип называется цифровой ангел. Посредством этого чипа определенные структуры могут через компьютер влиять на мое подсознание. Меня заставляют, например, работать в таких местах, где нормальный человек не будет работать. У меня после этой работы отбирают зарплату, чтобы я не смог обращаться в различные организации и инстанции. То есть у меня нет денег. Мне уже 5 лет не выдают паспорт. Обыкновенный паспорт, чтобы я мог спокойно перебираться по стране, чтобы я мог жить нормальной жизнью. Меня властные структуры, я и утверждаю, что за этим всем стоит СБУ. Иначе других нет у меня причин говорить это. Именно они следят за этим. С меня сделали настоящего зомби. Я подтверждаю вот здесь присутствие людей. У меня в левой руке стоит чип. 10 лет он стоит, и никто не хочет его вынимать. Поэтому я обращаюсь к вам, тем, кто вот сейчас сегодня собрался, то Господь Бог, наверное, дал эту встречу. Если можете, расскажите другим людям, какая идет страшная опасность. Она очень страшная. И не представляете, что со мной творят. То есть делают... Я боюсь, что эти чипы начнут вставлять нашим детям. У меня есть факты, что и другим людям начали вставлять чипы. Я пытался добиться, вот даже журнала «Газет» ходил здесь, в Киеве. У меня такое впечатление, что они все повязаны, порука. Никто не хочет ни писать, ни говорить об этом. Как табу, запретная тема. Поэтому я не буду долго говорить. Я прошу вас, расскажите людям, что вставляют чипы. Если у кого-то появился на левой руке шрам, мгновенно пусть бьют тревогу. Значит, там уже стали чип. Просто элементарно. Сидит целое отделы, созданные в СБУ, компьютерные. Сидят люди, нажимают кнопки, вас могут послать куда угодно. И под танк. И вы, поверьте, я на себе испытал это, вы не будете сопротивляться. Вы пойдете и будете делать то, что вам скажут. То есть меня могут заставить убить человека, изнасиловать девушку, то есть сделать преступки. Меня могут заставить колоться. Уже были попытки сделать с меня наркомана, потому что я начал акции протеста. А чтобы это прекратить, надо сказать, что он там пьяница или наркоман. Я не пью, не колюсь. Но были такие попытки. То есть они собирают... Я умный, нормальный человек. Умею работать, грамотный. С меня, на данный момент с меня сделали рабочего зомби. То есть я работаю сутками, мне платят зарплату и тут же ее отбираю. Это делается элементарно, этот чип. То есть, я к чему-то говорю, люди, смотрите, очень страшное время пришло. Боритесь против этого. Я не знаю, сколько еще проживу после этого даже интервью, если вы покажете. Я уже ничего не боюсь. Господь Бог даст мне силы, не бояться и дал. Но я хочу, чтобы вы все знали, чипы начали вставлять. Вот я, Бутов Александр Леонидович, уроженец города Донецка, детдомовский. Они, кстати, подбирают вот эти чипы детдомовские, чтобы люди не могли жаловаться никому. То есть окружают аурой. Меня поссорили с моими детьми. Разбили полностью мою семью. Моим детям в Донецке говорят, что я психопат, ну там, псих, ну такое, знаете, как они это умеют. То есть идет обработка детей, то есть идет чипизация страшная. Поэтому я ничего не боюсь. Я сегодня говорю, дай Бог, покажите это. Кто хочет обратиться ко мне, найдет всегда меня в Лавре, я в Лавре живу. Конечно, я думаю, что после этого интервью, когда вы покажете, меня с Лавры быстро уберут. Ну, это как Господь Бог даст. Может быть, после этого интервью вы будете более активно бороться. А как устереться? Как эти чипы? Как же знать? А меня усыпили. Меня усыпили просто. Да. Я бывший депутат Донецкого городского совета. Я очень много знаю. И меня таким макаром держат на привязи.
на Чого ти привязь. без прививок не будеш, не вчитися? Понимаете, а чип ставить элементарно. Можно устроить вам аварию, и пока вы будете лежать без сознания, вам ставят чип. Вы даже не догадываетесь, что у вас стоит чип. Просто изменился внутри. Да, да. Александр Леонидович, да. Я подтверждаю каждое слово, то, что я здесь сказал. Да. Не удаляют. Я один раз сам удалил, разрезал руку, приехал к врачам Донецкой областной больницы и говорю, удаляйте, составляйте протокол. Я хочу возбудить уголовное дело, кто на каком основании его туда вставил. Значит, они, да, Александр Ильич, положили меня на стол и зашили его обратно. А нельзя так выкинуть, вытащить? Очень трудно, понимаете, он в мышце. И если я сам буду делать, я станусь калекой. Покалечиться чоловік. Я станусь калекой. Ну, как коллега. Какой добровольно? Я уже 10 лет обращаюсь в различные администрации, никто не помогает. Ніхто ніде не написано, що добровольно буде. У меня вот такая, Всякої хитрості. у меня вот такая пачка ответов с администрации президента, где они говорят, что они будут принимать меры. Никто не принимает, поверьте. Я уверен, что это, наверное, государственная программа. Это ясное дело. Да, безусловно. Государство антихриста, сатанистское, Это государственная программа. сатанистское Возможно. правительство. Я уже пожил на этой земле. Я боюсь за ваших детей, чтобы им не начали вставлять. Боритесь, если у вас силы, боритесь против этого. Это очень страшно. Поверьте, я на себе все это прошел и испытал. Это настолько страшно. Да, он сейчас у меня здесь. Что, чип? Да. Его трудно вытащить. Самому практически невозможно. Если, например, на ваше подсознание влияет, они через компьютер дают программу, например, я собираюсь сегодня на митинг протеста, который здесь проходит, они узнают об этом, дают сигнал, и я не думаю, мне хочется идти в кафе какое-то, понимаете? То есть там очень сложно. Все время под наблюдением. Да, а сегодня просто Господь Бог помог, наверное, сила так опустила, что я все-таки попал сюда, я хотел туда попасть. Страшно. Это очень страшно. Не можешь сам. Да. Как вам туда вживили вас? Меня усыпили. Незаконно, да, в Донецке. Незаконно, да. А знакомого врача нельзя найти? Это очень сложно, женщина, это очень сложно. Отвечает, они же за это отвечают. Это очень сложно. Чего именно вас? А? Чего именно вас? Ну, он же был Ну, во-первых, я был депутатом, меня избрали шахтеры во время забастовок. Я не проходил по линии КГБ тогдашнего. Тогда были массовые забастовки, и меня избрали уже как от народа. Я был лишний. Я в городском совете выступал против этого всего воровства, против всего этого, то, что творилось. И я прохожу у них по документам, как неблагонадежный человек, которого надо держать под контролем. Но в то же время я не пью, я очень грамотный, я учусь на дне пятерки, я умею работать хорошо, я приношу пользу как человек, который работает хорошо. То есть меня можно выжать другое, но надо держать под контролем. Но при этом, говорю, когда получаю зарплату, меня отбирают сразу. Где вы работаете сейчас? А? На стройке. А я убираю. Я делал эти самые рентгены. А как зарплату забирают? Что, Очень не просто дают? отключают. Все. Зачем? Вам выдают. Но вот вас отключают, посылают в правый мозг, и вы отвечаетесь там на 5 секунд, на 5 минут. А человек подходит и забирает. Спокойно. Бизнес у них такой. Страшное дело. А как же жить? А оставляют там 30 гривен тебе на проезд, на пожрать. Как вы узнали, За что вам 30 вживили? гривен А? пожрать? Как вы узнали, что вживили человека? А я забил тревогу, я увидел на руке шрам. Когда вам? Когда вы были В 97-м году. в сознании или что? Да. И потом я поехал в Москву, и там у меня были знакомые, которые служили, вот, мои дедомовские, они попали в различные структуры, военные, там, КГБ тогда, и они мне подсказали, дали документы, и я узнал, что это. А потом я сделал рентген, и рентген показывает четко, что там микрочип, да. Поэтому я не буду долго говорить. Вот такой вот. Ну, Серебристый там такой. говорится, Ну, 5 как вы это, сантиметров. да? Да, он есть. А я не боюсь, что вы. Я никого не боюсь. Тут, я знаю, сейчас нас слушают сотрудники СБУ, здесь стоят кое-кто. Я не боюсь, я заявляю, я буду бороться. И даст Бог, я весной сюда приду, когда будет тепло, и если до этого времени меня не выдержат, я вырежу Это без здесь. вашего согласия? Да, я вырежу здесь, на виду у них ножом просто возьму и А вы вырежу не и хотите покажу. ничего делать? Вырезать. Пусть я останусь без руки, но я покажу. Вот так вот. Так что вот эти ваши, вот эти чипы, не чипы, а паспорта, это еще шуточки по сравнению с этими чипами. Ну, так это Да, первая мы же не ступень. боремся и сначала и с кодами, с За детей своих паспортами, будете, с чипом. детям начнут вставлять вашим. Не дай Бог. Так что, В роддоме, да? я не знаю, как в роддоме, но мне Що ж стали, нам робити? это как Что ж Господь можно Бог добиться? подскажет. Не могу. Очень сложно, мужчина. Молиться, просите Господа Бога. Все-таки Господь Бог довел же меня сегодня до вашего собрания, чтобы я пришел и рассказал. Я долго терпел, я Но вы сейчас поверили? давно не верю.
Конечно. Я давно в него верю. Ради Бога, я знаю, что ничего на земле не совершается без Его воли. И единственная надежда — это вот Господь Бог. Только Он может спасти наших детей, наших людей от этого. Не понимаете вот свои... Вас как спасает, что обратились к Богу. Или вы до этого обращались к Богу? До этого, да. Меня сделали за это время калекой, у меня не видит левый глаз, меня отравили здесь, в Киеве, ядом. Когда я сюда приехал протестовать, меня просто отравили ядом. Мне сделали 2 операции, у меня сейчас стоит просто чужой глаз. Спасали меня врачи здесь. Это только потому, что я протестовал против этого всего. Так что это очень сложно против них протестовать. Мы протестуем против целой системы. Это очень страшно. Все по Библии сбывается. Поэтому я желаю вам не терять надежды и силы, боритесь. Меня-то уже после моего интервью, если покажут, я уже уверен, Спасибо, Бог. прикроют. Но я не боюсь этого. А вы смело показываете мое интервью. А мне все равно. Я не боюсь. Господь Бог, Он сам. Как ваше имя? Александр. Меня крестили в церкви Александра Невского. Видите, даже здесь церковь Александра Невского. Я сегодня пришел, меня крестили в его честь. Я не боюсь ничего, я не боюсь ни этих властей, ни этих милиции, депутатов. Я хочу, чтобы вы показали, дай Бог, чтобы вас эту пленку не сделали. Ну а как часто вас такое бывает, что вы мешаетесь в сознании? А? Ну как часто у вас такое бывает, что вы не понимаете, что вы делаете? Очень часто, когда им нужно. Когда им нужно? Да, когда я начинаю протестовать. Когда я работаю хорошо, я работал в шахте 11 лет, я умею... Что? Я просто не думал, что я попаду сегодня сюда. Я хотел попасть очень, но вот что-то меня сдерживало, но я все-таки помолился Богу, набрался сил и пришел сюда. Я бы взял, конечно, с собой снимки показать. Но уже первая ласточка пошла, вы покажете это интервью, это уже. Господь Бог, если захочет, Он даст дальше этому делу ход, поверьте мне. Доказывать я ничего не буду. Надо будет, как мне говорят в прокуратуре генеральной, когда отказывают, говорят, вы докажите, вы расскажите, как, что. Я говорю, вот если возбудите уголовное дело, я предоставлю доказательства, потому что сколько раз я привозил им снимки, и они исчезали просто. Они их просто уничтожали. Вы чувствуете какое-то влияние на вас сейчас? Да. Со стороны, да? Сейчас нет. Сейчас наверняка вот эта аура, которая здесь собралась, как защита. Как часто вообще влияет? Сейчас там. Вот я утром просыпаюсь, писк идет в ушах, это значит уже идет программа. Писк в ушах, да? Да. Да, Довольно вот часто есть таки руки. вмешиваются, да? А? Довольно часто таки А Очень вырезать можно? Я же вам рассказывал, женщина, очень трудно. Уже рассказываю. Очень трудно вырезать. Я уже пробовал, уже вырезал, меня положили обратно в больницу, привезли и вшили обратно его. Еще опять делали? Да. То есть меня Ну, с это ж контролем нельзя вообще выступать. Я же могу не только вам рассказать, я же могу пойти Это на и иностранным билет, журналистам не знаю, рассказать, это хотя специально А что делают. иностранные, они тоже... А какое они имеют право? Занимаются... никакого. А какое имели право 33-м Не имеют уничтожать права, людей? если Женщина, вырезали, минутку. зачем? Вы задавайте просто нормально. А какое имели право в 33-м году уничтожать людей? А какое имеют право не убивать журналистов? Никакого. Они взяли себе это право. Что вы так возмущаетесь? Бороться надо. Так вы вырезали, В выкинули, это о время чем сейчас вообще... Да? удивляются. Это не с курицы вырезать яйцо и выкинуть, женщина. И они опять вам сделали. Естественно. Як вони будуть мовчати, вони йому не Вы ходите, прям защищаетесь, как допускают вас? Ужас.